Привет, я Изат. Этот ролик для новичка, который собирается изучить 3D. Самый популярный вопрос, какая из 3D программ самая лучшая, что мне стоит изучить: Cinema 4D, 3D Max, Maya, Houdini, а что насчет Blender? Когда я начинал изучать 3D, передо мной стояла задача, что мне изучить, какую программу выбрать правильно, чтобы потом не переучиваться. А хотелось создавать механических роботов, которые я видел в фильмах. Было интересно, как они это делают и почему их нельзя так просто воссоздать в жизни. Я хотел найти ответы, и на мое удивление ответа на вопросы не было, или они были не так очевидны, а некоторые умудрялись путать CAD-программы и программы компьютерной графики. Поэтому, когда я уже знаю ответы, я решил создать этот ролик и объяснить вам, какие 3D-программы существуют, и попытаюсь объяснить, какой из них нужно изучить вам. Но для начала давайте отличим полигональные и CAD-программы. Полигональные программы для компьютерной графики, такие как 3D Max, Maya и прочие, не смогут вам на промышленном оборудовании воссоздать изделие. В них вы не найдете информацию, подходит изделие друг другу или нет, как она будет произведена, сломается ли под определенной нагрузкой. Хотя и полигональные программы также доступен 3D принтер, но точность там такая, что не каждый решится им воспользоваться. Симуляции прочности. Точность очень важна при производстве. Хоть и в обеих типах программах вы можете моделировать, но только в кадовских вы получите небывалую точность. Чертежи и программу производства для оценков ЧПУ, чего полигональные обеспечить не могут. Из полигональных самые известные вам, наверное, 3D Max и ее конкуренты, такие как Autodesk Maya, Blender, Cinema 4D и Houdini. О них мы и поговорим подробно чуть позже. Типы 3D программ. Тип 3D программ большое количество, но все их можно поделить на три условные группы. Первые программы полигонального моделирования. Второе программы CAD, использующие нупсовые математические формулы SolidWorks, Inverter, Fusion или Compass. И третий тип программы вспомогательные. В полигональных программах объекты строятся при помощи полигонов, которые задаются несколькими вершинами. В этих программах моделирование, точность отходит на второй план, а на первый план выступает художественная составляющая. Остальное вам и не нужно. Допустим, вы делаете модель для трансформеров, но вы же не будете его реально строить. Можете создать персонажа и оживить его в очень красивый и в сжатый срок. А для этого там есть все инструменты. CAD-программы. CAD-программы используют математические формулы для задания геометрии. Это позволяет им создавать машины, самолеты и прочее. За секунду определяет расстояние и размеры между собой. Это комплексные решения. CAD-программы пишут машинный код для станка ЧПУ на основании вашей 3D-модели. В этом коде задается путь модели обрабатывающего инструмента, выбирается вид инструмента и задается скорость вращения шпинделя. Все это делает компоненты CAD-программ, и их нет в полигональном софте. Именно поэтому, моделировав что-либо в 3D Maya, чертежи вы не получите. И это касается не только 3D Maya, это также актуально и для остальных полигональных программ. CAD-программы предназначены для использования промышленными станками, 3D-принтерами, но и в игровой индустрии они находят свое применение также. Вспомогательные программы и направления в 3D. Есть множество направлений в отрасли, где используются 3D-программы. Это кинематограф, видеоигры, реклама, медицина, архитектура, строительство, машиностроение. Как только вы изучите первую программу, в большинстве случаев придете к страшному выводу, что одной программы будет недостаточно изучить. Допустим, вы создали персонажа в ZBrush, но для текстурирования вы решитесь использовать такие программы, как, допустим, Substance Painter или Mari, или мой собственный случай. Для моделинга я использую Fusion 360, а иногда и мой 3D, и чтобы зарендерить все, экспортирую его в Maya. В игровой индустрии дела обстоят примерно так же. Создаются в одних программах, экспортируются в другие, анимируются в третьих. Fusion умеет создавать только твердотельные модели, а ZBrush персонажей. Анимирует все это в Maya или в Blender.
оттуда экспортируют в игровой движок. Именно поэтому я говорю, что одной программы будет недостаточно. И не поймите меня неправильно, я не говорю, что, допустим, персонажа или что-нибудь другое нельзя создать в Maya, конечно же можно, или же можно в Cinema 4D, там же можно текстурировать, пожалуйста, но возможности текстурирования Substance несравненно высоки по сравнению с пакетами 3D программ. Простой пример, фильм «Человек-паук. Нет пути домой». Затекстурировали дома в Substance Painter, а сделали экспорт обратно в Maya и пустили на рендер. В архитектурной визуализации дела обстоят примерно так же. Сделают чертеж и проект дома в Revit, отлично, но чтобы визуализировать, использовали 3D Max, и заказчик видит, как она будет выглядеть наглядно, и при этом получает чертеж. А почему 3D Max, а не Blender? Это обязательно? Конечно же нет, можно и туда, но вы не будете это делать, когда у вас сжатый срок, и заказчик вас торопит. Вместо этого нужно заниматься экспортом ассетов вроде деревьев или диванов в Blender. Будете ли вы это делать, когда у вас все готово в Максе? Будете ли заморачиваться? Думаю, нет. Но это можно сделать, это вопрос лишь привычки. Обобщая скажу, в кинематографе или в игровой индустрии используют комбинации из этих программ в какой-то степени. Возьмем кинематограф «Мстители» 2012 года, симуляция огня и дыма, разрушение Houdini, анимация и рендер Maya, использовав рендер-движок Arnold. Прицел и интерфейс делали с Cinema 4D и After Effects, ну и персонажи из ZBrush. Здесь важны направления. Определите, чем вы хотите заниматься. Игровая индустрия, киноиндустрия, архитектурная визуализация или реклама и motion графика. Каждая из последующих программ сильна в одних и чуточку слабее в других, хотя позволяет делать то же самое и являются прямыми конкурентами друг другу. О них далее я разберу каждую крупную 3D программу, ее сильные и слабые стороны, чтобы вы могли определить, что выбрать именно вам, определить, чего вы хотите добиться. Autodesk Maya 3D Max. Во-первых, мы поговорим о 3D Max против Maya. Это очень интересный случай, потому что 3D Max был выпущен в 90-х годах Autodesk, и в 2005 году внезапно еще и Maya была приобретена, где программы прямо конкурировали между собой. Случилось так, что Autodesk имел две программы, которые могли друг друга заменить. По этой причине они стали продвигать их в разных направлениях. 3D Max стал гораздо известен в архитектурной визуализации, потому что с ней интегрированы такие программы, как AutoCAD и инженерные программы вроде Revit и других. Визуальных эффектов и фильмов ни один блокбастер не обходится без использования Maya, потому что она обладает лучшими инструментами для анимации. Он очень популярен и очень широко распространен, гибок в кастомизации и имеет гораздо больше инструментов для студии, то есть может объединять работы сотен людей, включая инструменты общей работы над проектом. Maya — это тот инструмент, который следует изучить, если вы хотите работать в кинематографе или над визуальными эффектами. Это лидер и стандарт этой индустрии. И главный момент, если вы больше заинтересованы в архитектурной визуализации, дизайном, 3D Max, пожалуй, это то, что выбрал бы я. Что Maya, что Max имеет превосходный и один из лучших рендер-движков Arnold, который дает кинематографическую картинку, имеет поддержку CPU и GPU рендеринга. Но у них есть и свои минусы, такие как сложный и непонятный интерфейс, зависание и нестабильная работа. И цена, конечно же. Houdini. Maya, конечно, лидер, но есть игрок, который набирает популярность в киноиндустрии. Это Houdini. Он стал очень популярен, потому что предлагает огромное количество органических эффектов, таких как разрушение, дым, огонь, взрывы. Многие из этих эффектов вы могли видеть в фильмах, потому что многие из них были сделаны в Houdini. Она процедурная 3D-программа. Это сильно отличается от работы в традиционных программах и позволяет ей быть неограниченным в визуальных эффектах, в отличие от традиционных 3D-программ. Именно поэтому его стоит рассмотреть, но здесь есть и минусы. Он очень требователен к ресурсам компьютера. И второе, что вы должны знать, он очень сложен в изучении, имеет очень сложный интерфейс, но если вам удастся разобраться, вы можете создавать все, что угодно, без ограничений. Так что Houdini и Maya — это инструменты, к которому вы должны присмотреться, если хотите работать над визуальными эффектами.
Cinema 4D. Если вам интересен motion графика, абстрактные дизайны, анимация HUD-интерфейса, Cinema — это то, к чему вы должны присмотреться. Это легкая в изучении программа, имеет много компонентов, таких как Mograph, с которым Cinema позволит вам создавать реально крутые рекламные ролики. Рекламу по большей части снимают именно в ней. Его используют студии для интерфейсного дизайна, а его компоненты Mograph не повторил ни один из конкурентов. Но у этой программы есть и минусы, которые заключаются в том, что в последних версиях он стал очень требовательным к железу, пытается копировать Blender, а его инструменты анимации персонажа сильно отстают от конкурентов. Нет симуляции воды. В плане рендера она уступает конкурентам. Им пришлось приобретать компанию, которая создавала рендер-плагин Redshift, но купив его, компания не сделала его бесплатным для тех, кто уже приобрел Cinema. Он предлагается отдельно. Хотите использовать Redshift? Будьте готовы сменить видеокарту на Nvidia. На момент написания данного ролика это так. И еще, он очень дорог. Мало того, купив саму программу, вам придется отдельно приобретать рендер-плагин. Фраза «это должна работать, но не работает» будет сопровождаться очень долго. На этом минусы Cinema заканчиваются. В остальном, это хорошая программа. В пользу популяризации сыграло также то, что с ней интегрированы такие программы, как Adobe After Effects. То есть имеется плагин, который позволяет вставлять объекты из Cinema напрямую в After Effects. Blender. Он очень крутой и бесплатен. Лично мне он очень нравится. Я считаю Blender отличной программой. Очень мощный инструмент для всего. Вы даже можете создавать разрушения и использовать в рендеринге любую видеокарту или процессор. Симулировать воду, огонь, дым. Очень силен в скульптинге, тягается самим за браш. Имеет неплохие инструменты анимации и риггинга. И наверное у вас вопрос, почему все же не используют Blender? Почему я должен учить Maya? Для этого есть две главные причины. Первая – это история. Когда в студии по визуальным эффектам впервые появились, главным доступным инструментом был 3D Max и Maya, и вся работа и навыки строились вокруг этих инструментов. Если вы используете новый инструмент, это означает изменение всего. Вам нужно переучить всех сотрудников, у вас заказы, которые не могут ждать. Это рушит весь процесс и последовательность работы. Поэтому большинство студий визуальных эффектов используют традиционные инструменты Maya и Houdini. Вторая причина – это поддержка. Если у вас студия визуальных эффектов, вы получили заказ на $1 миллион и неожиданно вы обнаружили баг в Blender или несовместимость с вашим плагином, которых у студии много, что вы будете делать? Большие студии имеют большие команды, поэтому в ситуации с Blender ждите следующей версии. Со студиями, имеющими большой контракт, это смерти подобно, поэтому я не вижу, чтобы ситуация изменилась в ближайшем будущем. Однако надо заметить, то, что вы делаете в Maya, то же самое можете сделать в Blender. Разница лишь в нюансах. Fusion 360. Для меня Autodesk Fusion стал универсальным решением. Я плохо моделирую Cinema, но делаю это хорошо в Fusion. Оказалось, красиво моделировать можно не только в полигональных программах, но и в инженерных, а вдобавок получаю возможность модель отправить на производство или добавить в игру. Если вам также плохо дается моделирование в полигональных программах, советую обратить внимание на Fusion. Мой 3D также предлагает очень похожие инструменты и не требует интернета. Поэтому, если вы тяжело усвоили моделирование в вышеперечисленных программах, попробуйте Fusion или Maya 3D. Скульптинг – это моделирование органических предметов или персонажей. В некоторые 3D-пакетах встроены инструменты скульптинга, но очень примитивные и не идут ни в какое сравнение с инструментами ZBrush, за исключением Blender. Она последние годы пытается тягаться с ZBrush, и конкурировать у нее получается, но есть и другие, такие как Madbox и 3D Code. И пожалуй на этом все. Если у вас остались вопросы, напишите комментарии.